Привет, мои красотки! Сегодня я вам покажу самые востребованные локоны. Как вы догадались, это, конечно же, афролоконы. Они держатся даже на густых и некрашенных волосах. И в среднем их носят от 3 до 5 дней. Я покажу вам все секреты, как сделать их объемными, ведь я замечала множество ошибок у начинающих мастеров, когда они делают, объем вроде есть по длине, а у корней его совсем мало. Так что если хотите узнать, продолжайте смотреть это видео. Волосы не густые, поэтому предварительно я их обработала термозащитой и расчесала. Для объема у корней нам нужно сделать начес. Я делаю его на сухой лак, можете использовать ваш любимый. Я раскидала разные секреты по всей длине ролика, так что это лишь первый из них. Затем по длине волос я использую жидкий лак. Не используйте при накрутке сухой лак, так как он сделает ваш локон грязным и оставит на нем белый налет. Некоторые термозащитные спреи бывают с фиксацией, с некой степенью фиксации, так что если вы обработали волосы им, то вы можете накручивать без использования лака. В афролоконах очень важно крутить все в разные стороны. Так что второй локон я кручу на объем. Видите, я поставила плойку под прядь и наматываю эту прядку на диаметр. Затем грею примерно 5 секунд. Жду, пока локон нагреется, и отпускаю его. Вот такая пружинка получается. Беру следующую прядь, также наношу жидкий лак, обязательно расчесываю перед накруткой. И здесь я уже накручиваю просто обычной жгутовой накруткой. А в конце видео я подготовила для вас бонус, где покажу, как собрать из этих локонов высокий пучок, так что смотрите до конца. Сейчас я вам покажу первый способ разбора этих локонов со спрей-воском. Я беру локон, распыляю спрей-воск и делю его на несколько маленьких. Затем беру отдельный маленький локон, держу за кончик одной рукой, а другой подтягиваю все короткие волосы прямо к основанию, таким образом создавая объем у корней. Забегая вперед, скажу, что объема от такого способа разбора не очень много. Я думаю, вы увидите это со второго ряда. Так что смотрите далее, я покажу, как сделать объемным локон по всей длине. Вот здесь это видно явно. То есть я разбираю, а объема не прибавляется. Так в чем же дело, как вы думаете? Можете сейчас поставить на паузу и написать мне в комментариях, как мне исправить ситуацию, чтобы объем был по всей голове. Эффект одуванчика. Здесь я подготовила для вас разбор с другим стайлингом. Это крем-воск от Osis. В чем его недостаток? Мне не очень нравится, что его нужно наносить с рук. И потом, после нескольких прядей, руки все-таки становятся липкими, и необходимо либо идти мыть руки, либо воспользоваться влажными салфетками. А со спрей-воском такого, конечно же, не возникает.
Вот теперь с этого ряда я вам показываю, как в идеале нужно разбирать их. Обратите внимание, мы поделили один локон на несколько, затем берем каждый вот этот маленький локон и одной рукой держим, а другой рукой сдвигаем короткие волоски. Первое это сначала к корням, второе это к середине длины и третье немного дальше кончика. Таким образом у нас получается пушистая пружинка. Если вы будете делать это без воска, то, конечно же, у вас может быть она грязная, но с воском таких проблем нету. Каждый локон, он становится четким. Вот особенно сейчас это видно. Такие пушистые пружинки у нас получаются. И они ложатся друг на друга, и у нас выходит огромный объем. С каждым рядом мы двигаемся все ближе и ближе к лицу. Вот здесь посмотрите, здесь уже видно, какая у нас стала высота этих локонов. Вообще супер. И самый последний кусочек, прямо возле лба, я также делаю начес сухим лаком, а на длину наношу жидкий лак. Затем обязательно прочесываю прядь, делю на несколько. Беру первую прядку, обязательно расчесала, и начинаю накручивать. Также не забываем менять направление. Первая у меня идет на объем. Сразу же отпускаю ее и кладу, пусть она остывает. Беру вторую прядь. В среднем эти локоны занимают где-то 1,5-2 часа, если с разговорами. Если не разговаривать, то можно накрутить за час. Конечно же, также еще и зависит от длины и густоты исходных волос. А сейчас в нашем салоне в Екатеринбурге акция на эти локоны всего лишь 1500 на длину и густоту, как у моей модели. Если же у вас волосы густые и длинные, то это обсуждается в индивидуальном порядке. Можете присылать фото своих волос мне в личные сообщения в Instagram. Ссылка будет в описании под этим видео. Вот здесь я вам даю возможность посмотреть, как можно ближе. Обратите внимание, я делю один локон на несколько и начинаю сдвигать волосы прямо к корням. Таким образом, создавая эффект одуванчика. А теперь я вам покажу бонус от меня, как же собрать объемный высокий пучок. Посмотрите, мы просто намечаем точку на высоте головы и начинаем подгребать все кудри к этой точке. Смотрите, я оставляю некоторые прядки возле шеи и также возле лица. Не нужно все туго собирать. Все-таки более воздушно, лучше оставить несколько прядей. Беру резинку с двумя невидимками и заматываю туго вокруг основания хвостика.
Если вы досмотрели видео до конца и увидели моего котика, то оставьте комментарий смайлик котик. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на канал. Новое видео каждую среду и субботу.